Друзья, всем привет! Это Большая Камбоджа. Я Александр. Вот я еду здесь за рулем. И сейчас мы подъезжаем к центральному рынку города Пномпень. Такое очень интересное здание. И сегодня у нас там будет с вами экскурсия по этому рынку. Надеюсь, вам будет интересно. Значит, на рынке продается и одежда, и сувениры, еще еда и всякие еще продукты есть. Вот такое вот здание, смотрите, какое красивое. Так, главное сейчас найти место припарковаться. Привет, скажи, а то Эпи со мной тоже. Привет. Все, выходим. Вот припарковались здесь и выходим. Ага. Так, у нас уже практически отменили маски. Так, ну здесь, кстати, вот на рынке можно цветов купить. В Камбодже не так цветы развиты, как у нас. Но тоже есть. Допустим, здесь розы купить вообще проблема. Как бы такие хорошие. Тут такие вот маленькие розочки есть. Alo, Ship, okay? No need, thank you. No need. Так, ну что, здесь вот, значит, сувенир вот в этих рядах. В самом первом центральном ряду. Значит, все, что касается Камбоджи. Футболки про Камбоджу. Всякие статуэтки. Ну, все, что есть на всех сувенирных развалах. Вот, как видите, все предлагают. Значит, там внутри идут ряды с одеждой. Я туда заходить не буду. Там одежда, обувь, все такое вот есть. Ну, все, что на всех рынках, на обычных. За именами здесь никто не следит, поэтому здесь можно встретить любые бренды, которые есть на рынке. Кстати, и многие, я не знаю, где они их берут, где-то, может быть, и так делают. No, thank you. Так, сейчас пойдет дождь. Короче, вот обычные ряды с одеждой. И женская, и мужская одежда. Такой обычный рынок. Также здесь вот всякая такая еда продается. О, да, кстати, даже здесь продаются вот всеми любимые кузнечики и пауки. Вот. Вы, кстати, видели это в прошлом выпуске. Так, ну, пойдем. Ты куда хочешь пойти? Туда? Не, мы потом поедим, или ты сейчас хочешь поесть? Давай, пойдем, пройдемся по рынку. Пойдем и посмотрим. Я хочу здесь картину купить в Россию, когда поедем, чтобы дома была картина. Здесь, кстати, очень много картин прикольных продается. И картины, кстати, недорогие такие. Внутри всякое разное. Вот здесь вот бижутерия, часы. А голд салфет. Ну? Ну, короче, вот здесь вот в этой части большой. Смотрите, какое красивое, кстати, все-таки здание. Такой большой купол. Друзья, хочу вас познакомить с каналом «Отец и сын». Ваня с отцом в один момент продали все имущество в России и отправились путешествовать по миру. Они попали на Филиппины. Ваня там женился на филиппинке. В момент один они уехали с Филиппин, но не смогли вернуться из-за коронавируса и какое-то время провели в Африке. Но вот буквально 2 месяца назад они вернулись на Филиппины и теперь живут там вместе. Рекомендую вам подписаться на этот канал, ссылка будет в описании, чтобы погрузиться в жизнь на Филиппинах.
Так вот, друзья, вот рынок этот был построен в 1937 году, когда еще Франция здесь хозяйничала, когда Камбоджа была ее колонией. Вот такой вот он красивый купол. Здесь вот как раз место, где продаются картины. О, кстати, даже вот пуховички есть откуда-то. Но это откуда-то тут с фабрик. В Камбодже сейчас очень много находится фабрик, которые отшивают на Европу, на США разные бренды. И, ну, по всему миру, короче, отшивают. Вот мы в прошлый раз здесь покупали картину у одного мужичка. Ну, уж очень она у него была красивая. Надо найти. Тут и парикмахерские, кстати, есть. Где-то вот здесь он был. Этот дед. Да-да-да. Вот здесь. Вот. Ну тут у него классные картины. О, вот это вообще красивейшая картина. Сколько же она стоит? Сэм. У нас такая же картина висит вот здесь, в доме. У нас. Вот я такую же хочу взять в Россию. Просто красивейшая, очень красивая. Не знаю, камера это передаст или нет. Сейчас спросим, сколько она стоит. Да. How much? Сколько? 210. Это дорого. Last time we buy more cheap. Maybe have more small size. This is very big. Ну она здоровая. $200 стоит. Но она красивейшая картина. Как бы там на нее столько времени было потрачено, то может она и стоит. Но может быть может торговаться. Сейчас спросим. Получается она метр на 2 метра. Блин, она к нам в чемодан не залезет. А мы брали вот такую вот поменьше, где-то сантиметров. Она, наверное, 60. Сейчас сказала, что есть у нее. Ну и говорит, 210 еще можно дешевле. Я думаю, может быть, даже можно было бы за 100 купить. О, красота. Красота. Сколько это стоит? Очень красивая картина. Мы хотим взять, чтобы там в России, дома, когда будем, чтобы смотреть на Камбоджу, вспоминать. Это всегда такое хорошее настроение приносит. Так что рекомендую всем, кто здесь будет, прийти тут купить себе картины. Короче, мы торгуемся. Она говорит 100, Эпи говорит 70. Короче, она сказала Эпи 85, она говорит нет 80. По-любому 80. И не волнует ничего. А, значит, здесь так вот их заворачивают, чтобы они не повредились. Ну, чемодан залезет нормально. Та, конечно, крутая, здоровая, но она в чемодан не залезет. Ребят, если захочете купить, вот смотрите. Вот визитка. Так что, кому интересно, если что, вот все тут есть. И написано номер, вот написано H2 059. Да, но имейте в виду, что если придете одни, вам будет сложно сторговаться. Но вы заплатите, сколько заплатите. Эпи, конечно, она же местная, соответственно, по местам. А так, получается, начинался ценник от $150. Купили за 80. Много обуви всякой разной. Одежды. Но мы сейчас пойдем смотреть продукты. А потом пойдем кушать. Очень интересное место. Тут все время, когда здесь бываю на этом рынке, мы там все время кушаем. Аконшран. Аконшран. А why you make photo with her? Because she won. Они, короче, вместе почему-то фотографировались друг друга. Вот эта женщина. Так, ну вот в одном из рукавов как раз
вот этого центрального купола как раз вот есть здесь вот такой выход. И вот там, здесь вот деньги можно поменять, кстати. Это самый дорогой маркет, самый дорогой рынок, если касается продуктов и всего остального. Но как и центральные маркеты, и как центральные рынки, скорее всего, как и везде. Значит, что тут у нас продается? Вот сушеная рыба. Ракушки всякие. Угри. Живая рыба, креветки. А это можно сразу курицу купить, и тебе ее заколят. Утки. Голуби здесь. Маринованный перец, чеснок. Я тут, кстати, вот в рядах никогда на центральном рынке не ходил. Тут у них что-то все в одной куче. Но тут прям достаточно чисто, если сравнивать с другими рынками, которые здесь рядом есть. Я вот сейчас поеду за перцем. И тоже там, наверное, скорее всего, вам засниму его. Кальмары. Рыба. Но вот они эту рыбу, даже если она сушеная, они все равно как-то поджаривают потом. Я вот обратил на это внимание. Крабы, креветки большие. Даже камчатский краб. О. Так, а с этой стороны рынка, смотрите, здесь такие маленькие кафешки, в которых можно что-нибудь заказать и покушать. Ну и вот тут место с фруктами. Яблоки импортные, апельсины импортные. Практически виноград импортный. Черешня импортная, все. Ну, своих есть тоже чуть-чуть.
Фруктов, я имею в виду, своих есть. А так много чего импортного. У них тут есть свой виноград. Но он такой, не особо вкусный. Так здесь виноград не дешевый. В среднем 10-12 долларов за килограмм. Такие тут цены на него. Ну, свои фрукты, конечно же, дешевле. Ну, вот тут туристы приходят сюда. Большой интересный фудкорт. Я здесь первый раз, вот, да, сколько я тут уже лет живу, и не видел его тут никогда. Все время как-то мимо пролетал. Все вообще есть, все. И морепродукты, и вот, спринг-роллы вот эти вьетнамские, и барбекю, и лапша, и все. Ну и жуки-плавунцы. Это дуриан, кто не знает. Сейчас сезон, дуриана много. Так, мне нужно найти Эппи. Куда же она пропала? Кстати, даже гребешки есть. Ну, с откуда-то с северных морей. Либо с наших северных, либо откуда-то, может, с Новой Зеландии. Крупный мангровый краб. Сегодня нет жары, но влажность нереальная. Вчера был такой сильный дождь, позатопляло везде все. Так, мать хочет дочери купить. Ну давай купим, конечно. Главное, чтобы это, как там, чтобы был хороший материал, чтобы был хлопок. Слушайте, 2 бакса стоит. Но здесь на самом деле очень много с фабрик товара, который прям, ну, качество отличное. Это хлопок натуральный.
Здесь на рынке на самом деле очень много можно чего купить неплохого, если просто покопаться, поискать. Конечно же, это не как в магазине, но здесь много чего привозится именно с фабрик, которые отшивают очень хорошего качества. Здесь можно купить оригинальные вещи. О, кстати, перец. Можно будет спросить, что у них, почем у них этот перчик. Кампотский, красный, черный и белый. И вот это говядина у них вяленая. Ну а вот тут запах сразу тухленькой рыбы, вот она. Вот она рыба как. Если рыба здесь не пропадает. Если она начинает пропадать, ее сразу с ней вот такую вот вещь делают. Так что здесь из рыбы делают такой вот прохок, называется. Как его там долго готовить, я точно не знаю, но вот это он здесь. Кстати, на рынке вот здесь, смотрите, есть контрольные весы. Перец покупаем, кампотский. С собой повезем в подарок. Ну и дома, чтобы был. Кто не смотрел выпуск про кампотский перец, обязательно посмотрите. Это вот у них своя фабрика, своя ферма. Это у них своя ферма по выращиванию перца в компоте. А Romani is his brand, right? Yes, Romani. Canh canh nhâm phi ai mà nó chọc có mai này. Ну вот и есть. Тут, кстати, готовят вообще отличный такой супец. И потом его кладут в такие вот батоны. Очень вкусные. На Мусепе договорились в другом месте покушать. Хотя мы сейчас сюда еще и вернемся. Вот так вот можно заказать и вот на вот таком маленьком стульчике сидеть и кушать. Вот это очень интересная такая штука. Она остренькая такая. И вот в нее все фрукты макаешь. Супер. Я говорю, давай в России такую возьмем. Давай кокосика возьмем. Сразу такой стаканчик переливают. Сколько стоит такой? $25. Спасибо. Так, ну а мы что, пошли кушать туда? Да. Сейчас вам покажу очень интересное место, где тут мы когда бываем, и тогда едем. Значит, вот прям в центре рынка есть такое вот место. Садишься здесь на стульчике, и тебе приносят целую кастрюльку такую с шашлычками с такими. Это всякие свиные внутренности. Сажусь. Вот это, кстати, десерт. Значит, приносят вот такие шашлычки. Здесь получается печень свиная, свиные уши, свиные кишочки, свиное легкое. Вот такие вот шарики мясные. Потом вот что-то тут вот свиные какие-то уши. Вот такой вот еще соус, огурчик и еще маринованные овощи. Вот такой один шашлычок стоит 25 центов.
ты отсюда берешь, соответственно, столько, сколько ты съешь. Если сколько ты не съедаешь, они обратно это кидают в горячую воду. Вот такая вот у них тут подача. Вот ребята едят. Dessert. It's from YouTube, for YouTube. For YouTube channel. It's online. Yeah. I'm sure we are not a subscriber. Anyway, we cannot see it. Здесь также вот появился язык. Его здесь не было. Но он тоже очень вкусный. Может быть, кому-то, конечно, это скажется, что не особо как-то приятно это тут выглядит. Но я так могу сказать, это очень вкусно. Вкусно. Вот, короче, вот получается, когда ты вот тут поел, вот эти у тебя палочки остаются, они палочки считают, и ты им за это платишь. Я люблю вот легкое. Легкое для меня самое здесь вкусное. В общем-то, только легкое в основном и ем. Но вот язык, кстати, был неплохой. Десерты вот они вкусные. И я заказал вот такой десерт с тыквой. Вот такая тут тыква. Ну, вкусный. Со льдом у них всегда делают. Сувениров тут полно всяких разных. Вот мы смотрим тут такую лягушку с красного дерева. Очень красивые есть всякие вещи. Вот это вообще потрясающая штука из дерева. Смотрите, какая красивая. О, а сколько вот это стоит? How much this one? Блин, ну ее никак не увезти. Ее, конечно, можно увезти в чемодане. Это просто бомба. Сколько? 190. Слушайте, ну это недорого. Представляете, это из дерева вырезано. И 180 долларов стоит. Красотень. Очень красивая штука. Вот такую домой если купить себе, куда-нибудь поставить. Но мы ее не сможем увезти, у нас не будет места, потому что ее надо везти. Не знаю, нужно так упаковывать. Красота, просто красота. Вот такие тут есть штуки интересные. No. Вот лапша с такими овощами. Там я вижу корень лотоса, цветочки вот эти и огурчики. Друзья, надеюсь, вам понравился обзор. Все, мы закупились, купили сувениров, купили перца, чуть-чуть перекусили. Едем домой. Ну а вы ждите новые видео. Скоро они будут. Всем пока. Вот так тут всегда около рынка такой трафик здесь. Вот он получается такой квадратиком. И вот мы встали в пробочку опять. Во всей этой окрестности очень много золотых магазинов. Вот там вот золото. Ну, камбоджийцы, они любят золото. У них золото вообще везде. Вот. Поэтому тут прям куча таких ювелирных магазинов.